Как очистить строку от цифр в JavaScript? У нас есть вот такая строка. Здесь есть буквы, пробелы и есть, собственно, цифры. И нам нужно избавиться от этих цифр. Собственно, как это сделать? Над подобными операциями в строках хорошо работают регулярные выражения. И мы сейчас как раз таки и воспользуемся этим понятием регулярного выражения. Мы напишем свой шаблон для очистки строк от цифр и пошагово поймем, как это делается. Значит, действовать мы будем таким образом. Мы знаем, что у всех строк, все строки являются экземплярами класса string, то есть класса строк. То есть существует некий объект прототип, который называется string, и они все эти строки наследуют от него стандартные наборы методов. То есть для замены, для любой вообще замены, мы будем использовать такой метод, как replace. Окей, это функция. И в replace нужно передать нам, собственно, два параметра. Это заменяемое значение, вот нам браузер подсказывает, это первый параметр. И, собственно, replacer, это то есть то, на что мы заменяем. То есть мы что-то вначале находим, а потом на это заменяем. Значит, давайте сразу определимся со вторым параметром. То есть мы будем заменять на пустую строку. То есть мы, по сути, отловим все символы цифр, их убьем, и на выходе нам вернется уже новая строка. Окей, с этим поняли. То есть заменять мы будем на пустоту. Теперь как будем отлавливать? То есть нам нужен шаблон для регулярного выражения. Значит, у нас регулярные выражения помещаются внутри косых линий. То есть сейчас это выглядит как комментарий, потому что они два подряд, но внутрь мы сейчас пропишем шаблон регулярного выражения. Значит, что мы будем искать? То есть мы будем искать цифры. И здесь вся магия в том, что все цифры у нас по сути являются некой готовой последовательностью. То есть мы можем указать определенный диапазон. То есть если мы обратимся к таблице ASCII кодов, то есть это американский стандарт принадлежности, как это сейчас, американский стандарт кодов для обмена информацией. То есть, если мы обратимся к этому стандарту ASCII, то есть он был в тему каком году сделан, придуман за нас с вами, и вот посмотрим на клавиатурку на нашу, то вот у нас получается 0 это 48, у нас символьный код, потом 49, 50, 51, 52 и так далее. То есть от 0 до 9. И значит в регулярных выражениях, то есть в шаблонах, у нас есть такая возможность, которая называется класс символов. То есть классы символов обозначаются квадратными скобками. То есть что это значит? Это значит, что мы сейчас с вами можем в регулярное выражение добавить, собственно, некий класс символов. Окей, сейчас он пустой. Давайте еще раз посмотрим на конструкцию, то есть в стандарте ECMAScript это все описано. И мы видим, что есть такое понятие, как класс ranges, то есть диапазоны класса. А диапазоны класса, они у нас, собственно, могут состоять из пустоты. Понятно, мы можем через запятую нашлепать нужные нам символы. А можем воспользоваться вот таким синтаксисом не пустые диапазоны класса. А не пустые диапазоны класса оформляются при помощи тире, то есть дефиса, да, в данном случае. То есть это является языковой конструкцией, то есть частью синтаксиса. Как мы это будем делать? Значит, первым у нас идет 48, да, вот вспоминаем, у нас вот 48 самый минимальный символьный код. И так они идут в возрастание, то есть вообще эти таблицы символов очень огромные. Но мы упрощаем задачу. То есть мы пишем 0. Окей. Мы поняли, что мы стартуем от 0, да, у нас вот не пустой диапазон классов, от 0 до какого-то другого символа. До какого? Ну, собственно, последний в любых цифрах это у нас 9. Мы же живем в десятичном мире, и у нас всего 10 цифр, которыми мы пользуемся для создания чисел. И отлично, то есть у нас есть полностью регулярное выражение, в нем есть набор, то есть, собственно, у нас есть диапазон, правильно?
диапазон символов. И мы что теперь? И мы заменяем его на пустоту. Но если мы все в таком виде оставим, то мы избавимся только от единички первой. То есть под этот шаблон будет найдено первое сопоставление. Вот здесь единичка исчезнет, но все остальные циферки вернутся. Мы забыли кое-что добавить. То есть мы это сделали специально, чтобы мы понимали, о чем идет речь. Любые регулярные выражения, вот это, собственно, границы, да, вот эти вот косые штуки, это границы регулярного выражения. Любые границы обозначают только паттерн, то есть только шаблон. То есть все регулярные выражения состоят из шаблона. Но существует еще такое магическое понятие, как флаги регулярных выражений. И вот флаги, они уже выносятся за пределы регулярного выражения и подставляются справа. Чтобы наш вот этот прекрасный шаблон хорошо искался по всей строке, которую мы скармливаем в replace, нам нужно добавить global, то есть глобальный флаг. Записывается он просто буква G, то есть английская G, да? Мы сюда записываем, он обозначает, что это флаг регулярного выражения, который будет просматривать глобально всю нашу строку. И теперь, если мы нажмем Enter, то мы получим «Привет, меня зовут Ефим». И все очень просто оказалось. У нас вывалились отсюда из строки все возможные цифры и, собственно, числа. И мы так, собственно, таким способом и очистили нашу строку от любых вообще цифр. Вот такой вот простой пример взаимодействия со строками, как их можно очистить, как вернуть, по сути, условно только буквы. Ну, в данном случае только буквы, потому что у нас есть некое логическое разделение, то есть есть пробелы между слов, а цифры здесь так воткнуты идеально, что это, в принципе, не нарушает общего смысла предложения. Но такой подход можно использовать. Поэтому, если это было удобно, понятно, пользуйтесь. Так можно очищать строки от цифр. Благодарю за просмотр. Всего доброго.